Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки. Вот такая вот простая модель. Вяжутся очень быстро. За полдня можно связать пару, так как я вязала их сегодня из толстой пряжи. Поэтому процесс пошел очень быстро. На ножки сидят хорошо. Они у меня вышли на размер 37-38. Вот такая вот модель. Значит, вязать я буду спицами номер 2,5. И пряжа у меня в этот раз в 100 граммах 170 метров. Спицы небольшой номер 2,5, чтобы были плотные, не были сильно растянутые. Вот поэтому я взяла, вот как видите, на 2,5. Вот так вот выглядит. Хотя многие из такого метража вяжут 3,5, но я нет. Я на таком большом размере вязать не буду. Вот смотрите, спицы номер 3, и они получились на 39,40 у меня. Взяла спицы побольше. Ну, здесь на 2 ряда еще больше провязала. В процессе вязания на больший размер, на меньший больше буду также говорить. Значит, вязать я начну с верха. Провяжем вот эту вот платочной вязкой бейку. Потом далее в середине буду с помощью накидов делать расширение на мыс. Потом вторая очередь накидов у меня идет. Здесь практически без обрыва нити идет. Далее один ряд я провязала изнаночными, перешла к подошве и все, закончила подошву немножко, подошву перешла в пятку и в конце вот пятку немножко убавила, сделала обвязку крючком. Значит, здесь вариантов много. Можно просто довязать подошву до конца, сойти на нет и здесь задник сшить. В общем, вот так вот я покажу сегодня так, как вязала я. Значит, перехожу сейчас к вязанию. Присоединяйтесь. Переходим к вязанию. Значит, на спице номер 2,5, смотрите, я набрала 57 петель. Сразу центральную петлю отметим. От этой центральной петли у нас влево и вправо будут идти накиды. Провязала высоту 5 рядов лицевыми петлями. Получилось 1, 2, 3 изнаночных дорожки. Вот таких вот. Все, далее я начинаю вязать сейчас узор и делать расширение. Расчет у меня такой. Значит, 1 кромочная. Далее идет у меня 25 петель узора и плюс 2 лицевых петли. Потом у нас идет от средней петли, которую мы отметили, накиды. И опять повтор. 2 лицевых, 25 петель узора у меня и 1 кромочная. Вот так я буду вязать. Значит, перехожу сейчас к узору. Как я уже говорила, если размер 39-40, возьмите спицы номер 3 и увеличится сразу на пару сантиметров размер. Так, вяжем первый ряд. Кромочную снимаю. 1 изнаночная. Это у нас начинается узор. 3 лицевых. 1 изнаночная. 3 лицевых. Повтор. Так я провяжу 6 раз. Узор у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот таких вот колосков. Вот у нас 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. Значит, вяжем. Провяжем так лицевой, изнаночный, лицевой. 4 ряда изнаночный, да? И потом будем уже вытягивать петли. Продолжаем вязать. 3 лицевых провязали. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Так повторим 6 раз. Так, центральная петля, осталось 2 петли, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. Провязали перед серединой. Так, 1 изнаночная у нас. Теперь мы провязываем 2 петли лицевыми. Средняя петля. Перед ней делаю накид. Среднюю провязываю лицевой. Опять 1 накид и повтор, только уже в обратном порядке мы повторяем. 2 лицевых, 1 изнаночная,
Далее у нас идет узор 3 лицевых, 1 изнаночная. Так довязываем ряд до конца. 3 лицевых, 1 изнаночная. 3 лицевых, 1 изнаночная. Повторяем, довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца, предпоследняя у нас изнаночная, и кромочную провязала изнаночной. Это у нас был первый ряд, закончили по изнаночной стороне. Мы вяжем все по узору. Накиды мы делаем только в лицевых рядах. Первую снимаем. Теперь что у нас здесь идет по узору? Первая лицевая провязываем. Далее у нас идет 3 изнаночных провязываем. Опять 1 лицевая провязываем. И так провязываем все 25 петель узора. 25 петель узора провязала. Теперь что у нас далее идет? Опять продолжаем вязать по узору. 2 изнаночных у нас в середине. Далее идет у нас накид. Провязываю его изнаночной петлей. Не переворачиваю, остается маленькая дырочка. Средняя петля у нас изнаночная. Провязываем по узору. И далее продолжаем вязать все, как смотрят петли, так и вяжем. Опять мы накид провязали, 2 изнаночных провязали. Далее у нас идут петли узора 25 петель, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных. Довязываем так ряд до конца по узору. Это у нас получается второй ряд по изнаночной стороне. Довязываем его. Довязали изнаночный ряд, в конце кромочную провязали изнаночные, перешли на лицевую сторону, это получается третий ряд по лицевой стороне. Сейчас вяжем все то же самое, повторяем, и в середине делаем прибавки, накиды. И по изнаночной стороне вернемся по узору, и дальше будем продолжать вязать узор. Это вот первые 4 ряда вот так вот провязываются. Так, это у нас третий. Продолжаем вязать по узору. Кромочную сняли, 1 изнаночная. Далее опять у нас 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Вяжем до середины и в середине делаем накиды. Так, 3 лицевых, 1 изнаночная. Провязываем до середины. Провязали 25 петель узора. Теперь опять у нас 2 лицевых. Перед накидами у нас идут 2 лицевых. Теперь средняя часть у нас накиды. Делаем накид. Средние 3 петли мы провязываем лицевыми. 1, 2, 3. Расширяется у нас средняя часть. Опять сделали накид. 2 лицевые. Накид. Ой, изнаночная. Далее продолжается у нас узор после 2 лицевых. Продолжаем вязать по узору. 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. Довязываем так ряд до конца по узору без изменений. В конце кромочную провязываем изнаночной. Так, третий ряд довязали до конца. И четвертый ряд по изнаночной стороне. Опять мы провязываем все по узору, как вязали предыдущий второй ряд. Изнаночная сторона провязываем без изменений. Здесь уже петли у нас видны. 3 изнаночных, 1 лицевая. Провязываем весь ряд. Как смотрят петли, так и провязываем. 3 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая. Накиды провязываем изнаночными петлями. Довязали изнаночную сторону до конца. Все, перешли на лицевую сторону. Теперь у нас начинается узор. Колоски с вытянутыми петлями. Тоже вяжется просто. Значит, теперь получается, это были у нас как установочные ряды шли. Теперь первый ряд буду считать. Так, вяжем. Первую снимаем. 1 изнаночная провязали. Теперь 3 лицевых петли. Средняя петля. 1, 2, 3. Опустились на 3 петли вниз. Еще раз смотрите. Средняя петля 1, 2, 3. Вот в третью опустилась, захватила нить, вытащила петлю.
Далее эти 3 лицевых петли провязываем лицевыми петлями. 1, 2, 3 провязали. И опять с того же места, с этой же дырочки вытаскиваем еще одну петлю. Опять туда же ввели спицу, захватили, вытащили еще одну. Далее 1 изнаночная. Между колосками у нас проходит 1 изнаночная. Провязали. Далее проделываем все то же самое. 3 лицевых петли, средняя петля 1, 2, 3. Опустились в третью вниз, вытаскиваем, вытягиваем одну петлю, 3 лицевых провязываю и опять с того же места вытаскиваем одну. Все, вот такой вот начало узора. Первый ряд буду говорить так теперь, чтобы не запутаться. Продолжаем, вяжем 1 изнаночная, 1, 2, 3 опустились, вытаскиваю петлю, вытащила, 3 лицевых провязала. Итак, все 25 петель узора повторяем. Опять одну ввели, вытащили, спицу ввели в ту же дырочку, вытащили, 1 изнаночную провязала. Так, довязываем до 2 лицевых. Опять у нас 3 лицевых, 1, 2, 3, опустились вниз, захватили нитку, вытащили, 3 лицевых провязали. И опять с того же места спицу ввели, захватили нить, вытащили, 1 изнаночная. Повторяем. Так, провязали 25 петель узора, теперь пришли к середине, опять здесь все то же самое провязываем и делаем накиды. Перед накидами у нас 2 лицевых петли провязали. Далее после 2 лицевых петель у нас 1 накид, средние провязываем лицевыми, 1, 2, 3, 4, 5 петель, опять 1 накид, 2 лицевых провязали. Все, далее опять вторая сторона, опять вяжем узор, не опять основа, первый ряд, 1 изнаночная, опять у нас 3 петли лицевых, 1, 2, 3 опустились вниз, захватили петлю, вытащили, 3 лицевых провязываем лицевыми и опять вытаскиваем одну петельку, опять ввели спицу в то же самое место, вытащили вторую. Все, 1 изнаночная и опять повтор. Так довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца. Узор у нас будет из 4 рядов. Вот мы сейчас провязали по лицевой стороне первый ряд, петли вытащили. Далее будет по изнаночной стороне, опять по лицевой и 4 по изнаночной. Потом будет повтор вот с самого начала, с первого ряда, как мы сейчас провязали, вытащили петли вот эти вот, да. Значит, сейчас второй ряд вяжем по изнанке, вяжем все по узору. Первую снимаем, следующая у нас по узору 1 лицевая провязали. Теперь у нас идут 3 изнаночных и по краям вот вытянутые петли. Я ее переснимаю, вытянутую петлю эту, не провязывая. 3 изнаночных провязываю изнаночными, 1, 2, 3 провязала. Вот она, вытянутая петля, перебросила ее на спицу. Далее у нас по узору идет 1 лицевая, провязали лицевой и опять все то же самое, вытянутую петлю перебросили, пересняли на спицу, 3 изнаночных провязали изнаночными, 1, 2, 3 провязали и опять вытянутую перебросили. Продолжаем так, вяжем весь ряд до конца. Пересняли, 3 изнаночных провязали, опять петлю перебросили. Так, продолжаем вязать. Провязали. Теперь средняя часть мы провязываем здесь все петли изнаночными. Вот как они смотрят. Изнаночная, накид у нас изнаночная и средние петли изнаночные и провязываем изнаночными. Далее у нас петли узора идут, как вязали вот с правой стороны. Точно так же продолжаем вязать изнаночную сторону по узору. Опять вот у нас идут петли с вытянутыми петлями. Первую сняли, вытянутую пересняли, 3 изнаночных провязали и опять пересняли
вытянутую петлю перебросили на спицу. Довязываем изнаночную сторону до конца. Довязали изнаночную сторону, переходим на лицевую сторону. Следующий ряд, это получается первый, второй, теперь третий узор. Продолжаем. Первую снимаем, 1 изнаночная. Теперь колосок дальше у нас идет. Вот она, снятая петля и первая петля лицевая. Провязываем 2 вместе. Снятая, то есть вытянутая петля у нас была, вытянутая, вот она. Мы ее переснимали по изнаночной стороне. И первая лицевая, 2 вместе провязала. Далее 1 лицевая. И опять вытянутую петлю переснятую мы провязываем с лицевой петлей. Здесь я петлю разворачиваю, чтобы они смотрели вот так вот в разные стороны. Все. Далее идет повтор. Между колосками 1 изнаночная петля. И повторяем, вяжем. 2 петли провязываем вместе. Вытянутую и лицевую провязали вместе. 1 лицевая. И опять 2 петли вместе. 1 изнаночная между узорами. 2 петли провязала вместе. 1 лицевая. Здесь я петлю разворачиваю. Все. Вот так вот. Довязываем петли узора так до конца. И в середине опять будем делать накиды. Провязали правую сторону с узором. Теперь далее у нас после узора идет 2 лицевых петли. Провязали. Далее центральная часть у нас с накидами. Делаем накид. Провязываем средние петли. Мы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять накид. 2 лицевых у нас. И левую сторону опять продолжаем вязать по узору, аналогично, как мы вязали с правой стороны. Так, это у нас получается третий ряд, если по узору от начала считать. Довязываем этот ряд до конца. Опять 2 петли вместе, средняя лицевая провязали. И вытянутую петлю перевернула я и провязала 2 вместе. Довязываем так ряд до конца. Все, на этом, можно сказать, узор закончен. По изнанке мы сейчас вернемся по узору, 4-й ряд. И далее у нас начнется все повтор с самого начала. Так, довязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца. И 4-й ряд переходим на изнаночную сторону. Все петли вяжем по узору. Здесь без изменений у нас. Первую кромочную мы снимаем. Далее по узору у нас идет 1 лицевая, 3 изнаночных. Провязываем. 1 лицевая, 3 изнаночных. Средняя часть у нас также изнаночные, провязываем изнаночными. Накиды мы провязываем изнаночными. Так что вот как с петли смотрят, вяжем этот ряд до конца изнанку. 4-й ряд, все, на этом узор у нас закончился. Далее сейчас будем повторять с 1-го ряда, то есть будем вытягивать опять петли. Вот 4 ряда, постоянно будем их повторять. И внутри, в середине, то есть будем делать накиды. Довязываем ряд до конца. Пришли на лицевую сторону. Далее у нас начинается повтор. Значит, сейчас я начинаю вязать заново узор, продолжаю делать накиды, провяжу сейчас 1 ряд, 2-й ряд, из 3-го ряда я начну делать вторую очередь, так сказать, накидов, вот эти вот в центральной части. Здесь эти накиды можно регулировать в зависимости от размера, можно меньше делать накидов, больше. Значит, сразу сейчас скажу, я буду вязать, расширять, всего у меня будет в конце 91 петля. Значит, на 40-й размер я вязала, расширяла, пока у меня не было 95 петель. Вот так вот. Если размер меньше будем здесь делать накидов, на пару накидов меньше, допустим, на 36 оставим на пару накидов меньше, 89 тогда, да? Вот так вот. Это опять же я по своему метражу считаю. Так, сейчас вяжем
Теперь уже вроде бы узор показала. Повторяю узор, делаю накиды. Я провяжу лицевой изнаночный ряд. И далее, как я уже сказала, начну делать в середине еще раз накиды. Так, опять первую кромочную сняли, следующая изнаночная. Теперь вот у нас опять начинается узор. Опять мы опускаемся 1, 2, 3, в третью вот. Здесь может быть не видно, но вы просчитаете. 1, 2, 3. В третью дырочку опустились. Все то же самое. В третью петлю вытащили петлю. 1, 2, 3 провязала. Повтор у нас узора идет с первого ряда. И опять одну петлю вытащили. Одна изнаночная. Опять вяжем с самого начала узор. 1, 2, 3. Опустилась вниз. Вытащила петлю. 3 лицевых провязали. И опять опускаемся вниз. Вытаскиваем петлю. Одна изнаночная. И так до конца довязываем узор. Продолжаем вязать. Дошли до середины, 2 лицевых провязали в середине. Точно так же делаем накид. Средние петли теперь у нас 3, 6, 9. 9 лицевых провязываем и опять делаем накид. После накида у нас идут 2 лицевые. И далее продолжаем вязать узор. Вытаскиваем петли, вытягиваем. Значит, первый ряд сейчас провяжу, по изнанке вернусь. И начну опять добавлять накиды. Так, накид сделали, 2 лицевых провязали, одна изнаночная у нас, и продолжаем вязать узор. Все то же самое, 1, 2, 3, опустились на 3 петли вниз, петлю вытащили, 3 петли провязали, и опять опустились вниз на 3 петли, захватили нить, вытащили, довязываем ряд до конца. И по изнаночной стороне возвращаемся по узору, как было в начале вязания. Закончила я второй ряд по изнаночной стороне, перешла на лицевую сторону, продолжаю вязать по узору, вяжу третий ряд и буду делать в середине опять новые накиды. Опять я нашла среднюю петлю, отметила. Так, довязываю третий ряд по узору. Так, третий ряд, здесь у нас вытянутая петля и лицевая мы провязываем вместе. Средняя у нас лицевая. Опять 2 петли мы провязываем вместе. Провязали. Узор закончили. Теперь 2 лицевых провязали. Опять делаю 1 накид. Теперь провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5 провязала. Теперь средняя у нас петля. Делаем опять накид. Среднюю провязываем лицевой. Опять делаю 1 накид. И продолжаю вязать лицевыми точно так же, как мы вязали вот в самом начале. Опять у меня такие же идут накиды. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 2 лицевых. И далее продолжаем вязать по узору. Значит, теперь я буду продолжать вязать, делать накиды, расширять. Когда у меня будет 91 петля, я остановлюсь. Замеряю все потом вам в сантиметрах, когда отвяжу этот верх. Так, довязываем сейчас до конца. По изнаночной стороне мы вяжем все по узору. Далее идет повтор. Все основное я вам показала. Сейчас мы вяжем, расширяем вот этот вот мыс. Так, все. Перешли на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вяжем по узору. Здесь у нас изнаночные, накиды изнаночными. В середине также накиды изнаночными. Здесь лицевые, изнаночные. Все точно так же, как вязали в предыдущих рядах. Сейчас по лицевой стороне мы вяжем повтор. Опять у нас идет. Делаем накиды, расширяем и повторяем узор. Смотрите, что я вам еще хотела посчитать. 91 петля у меня будет, я сказала. Хотела посчитать вам, сколько у меня будет накидов всего.
Вот такой вот след получился. Значит, вот это вот первая очередь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 здесь. А вот здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас я провяжу, расширю, к вам вернусь. Там потом мы еще пару рядов провяжем без накидов. Значит, сейчас вяжем и расширяем. Я к вам вернусь. Закончила я расширять мыс. Сейчас у меня на спицах 91 петля. Еще раз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь у меня 6 накидов. И здесь у меня 11 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь далее я продолжаю вязать без накидов. Смотрите, здесь у меня по узору осталось довязать узор колосок 2 ряда. Сейчас я провяжу третий и по изнанке четвертый ряд. Вяжу без накидов, довязываю узор 2 ряда. Провяжу 2 ряда и потом еще плюс 2. Значит, все, вяжем без накидов, заканчиваю узор. Если размер большой, то можно провязать еще пару рядов с накидами. Так, довязываем 2 ряда, третий. У меня третий ряд по узору. Всего получилось 1, 2, 3, 4, 5. Пятый узор, пятый колосок вот такой. Так, довяжу 2 ряда и к вам вернусь. Все, закончила я вязать верхнюю часть, значит, провязала я, довязала, то есть узор, еще 2 ряда. Теперь далее, сейчас по лицевой стороне я провяжу 1 ряд, все петли изнаночными, и по изнаночной стороне провяжу все петли лицевыми. И перейду к подошве. Значит, в сантиметрах, смотрите, что у меня здесь получилось. Вот немножечко подтянула, почти 10 сантиметров. Это очень хорошо растягивается по передней части, по мысу. Теперь боковая часть у нас получилось 8. Так, ну здесь длину, я даже не знаю, как вам длину эту замерить. Ну, так ориентировочно вот. Подтянули 23, а он растягивается до 25. Пускаем еще пару сантиметров на растяжку. Хорошо растягивается. Я их все примерила, поэтому вот эти вот на 37-38 прошли. А те, которые вязала 39-40 на номер 3, на спицах номер 3, они прошли тоже. Вот, значит, закончила, да? Теперь вяжу 1 ряд изнаночными, как я говорила. И по изнаночной стороне еще 1 ряд провяжу лицевыми. И на этом будет все. Перейду к подошве. Провязываем все петли изнаночными. Довяжем ряд до конца и вернемся по изнанке лицевыми петлями. То есть по узору провяжем. Так, провязала 2 ряда. Теперь вот здесь я нить обрезала. Хотя можно провязать до начала подошвой все лицевыми, но я здесь нить обрезала. Подвязала вот по центру нить. Значит, подошву начинаю с средней 7 петель. Сколько здесь у меня получилось? 42 и 42. Это получается 84 и 7, 91, да? Правильно. Сейчас я начну вязать с 7 петель. Немножко расширю. Пряжа толстая, поэтому всего будет у меня 13 петель. Если размер маленький или 36-37 узкая нога, оставьте по подошве 11 петель. Значит, так, начинаем вязать теперь подошву. Провязываю эти 7 петель лицевыми. Всю подошву буду вязать лицевыми петлями. Так, первую провязываем. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Провязали. Развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю. Оставшиеся 6 петель провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязала. И одну петлю добавляю с боковой спицы. Провязываю также ее лицевой. Получилось у меня 8 петель. Развернулись. Нить перевела за работу. Опять первую снимаю. Оставшиеся петли провязываем до конца лицевыми. Провязали. И добавляем одну петлю с левой спицы. Теперь провязываю ее также лицевой. Подтянула здесь хорошо. Развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю. Оставшиеся петли провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И одну петлю добавляю с боковой спицы. Добавила, провязала 10. Опять развернулась на лицевую сторону. Провязываем все петли и одну петлю добавляю. Расширю, пока, как я сказала, у меня будет 13 петель. Так, вяжем. После того, как расширила петли подошвы, последнюю петлю, вот 13 петля у меня по изнаночной стороне, я провязываю вместе с петлей с боковой спицы. 2 петли вместе провязала лицевой. Подтянула. Развернулись на лицевую сторону. Первую петлю снимаю. Оставшиеся все петли провязываю лицевыми. И последнюю петлю закрываю, соединяю, то есть с петлей с боковой спицы. По лицевой стороне также 2 вместе я провяжу лицевой петлей. Так, довязала до последней. Последняя петля, вот она. Две вместе провязала лицевой. Теперь петлю, нить подтянула, и нить остается у меня вот так. Я перевожу за работой. Опять первую снимаем. Вяжем все лицевыми и боковые петли соединяем. Так буду вязать всю подошву, все до самого конца, потом перейдем к пятке. Так, довязали до конца изнаночная сторона у нас. И последняя, вот она петелька и петля с боковой спицы, 2 петли вместе провязываю. Соединили, подтянули, развернулись. Опять все то же самое. Первую сняли, провязываем до конца ряда, последнюю петлю соединяем. Довязали до конца. Лицевая сторона это у нас 2 петли провязываю вместе. Соединили, подтянули. Нить перевели. Первую сняли. Все, продолжаем. Вяжем все лицевыми, соединяем боковые петли. Значит, смотрите, что у нас здесь получается. Ну вот, мыс вот так вот соединяется. Единственное, что я вот сейчас буду соединять. Вот здесь вот ближе к пятке. Это у меня по изнаночным дорожкам, если посчитать,
получилось 26 изнаночных дорожек. Вот где у нас сужение идет на пятку уже, я убавила здесь по одной петле, оставила 11. И на 11 петлях я продолжила вязать и перейду на пятку. Значит, довяжу сейчас до конца, к вам вернусь, будем дальше вязать. Вяжем. Так, продолжаю я довязывать подошву. Примерила, вот его примерила. Теперь смотрите, здесь у нас вот узкая часть перед пяткой в подошве. И здесь я сделаю сейчас по одной убавке. И далее я буду продолжать вязать на 11 петлях. В начале и в конце ряда убавлю по одной петле. Первую сняла, следующие 2 вместе провязала, подтянули, довязываем ряд до конца и перед последней петлей точно так же провяжу 2 петли вместе, то есть по одной петле убавила. Так, осталось 3 петли у меня, 2 вместе провязываю, подтянули, ну и кромочную закрываем. Все. Далее опять продолжаю вязать, закрываю все петли, соединяю, до конца довяжем и перейдем на пятку потом. Соединили все петли подошвы. Теперь переходим к пятке. Пятку буду вязать точно так же, как подошву, только присоединять вот к первой дужке. Вот первая дужка буду соединять вместе с последней петлей по пятке. Значит, по изнаночной стороне довязала я до последней петли, последнюю петлю не провязываю. Теперь поднимаю, вот первую дужку подняла, и 2 петли вместе провязываю, соединила, подтянула, перешла на лицевую сторону. Первую снимаю, оставшиеся все петли провязываем и последнюю петлю соединяем, провязываем до конца. Так, осталась одна петля. Теперь вот боковая косичка проходит, поднимаю вот одну, подняли одну, так, сзади. Две вместе провязала, подтянула. Все, перешли на изнаночную сторону, опять провязываем все петли до конца. Довязали до конца, осталась последняя петля. Теперь опять поднимаю вот одну и соединяю последнюю петлю и поднятую одну дужку, соединяю 2 вместе, провязала, подтянули, вот прикрепляем. И по лицевой стороне точно так же, как делали в предыдущем ряду. Так будем вязать, соединим все петли. Еще раз по лицевой пройдусь. Далее вяжем самостоятельно, соединяем петли пятки задника нашего. Так, одна петля осталась. Теперь вот подняли одну. Две вместе провязала. Нить за работой. Продолжаем. Вяжем, соединяем петли. Заканчиваем закрывать задник. Значит, в конце я убавила до 7 петель. Убавки делала точно так же, как я делала по подошве.
Теперь последний ряд. Значит, вот последняя петля у меня здесь осталась. Я подняла здесь уже за 2 дужки. И соединяю последнюю петельку. Здесь я провяжу 2 вместе изнаночной, чтобы здесь вот косичка у нас продолжалась. И далее закрываю все петли, по 2 петли вместе, провязываем, закрываем. Все. Сейчас сделаем обвязку, и на этом будет все. Вот за 3 часа вместе с видео связала 1 следок. Так, закрываем по 2 вместе. Так, и вот здесь протянем последнюю. Еще раз протянула и 2 закрепили. Все, на этом все. Теперь далее крючком сейчас сделаю вот такую вот обвязку поверху. Так, этот уже немножко растянулся на манекене. Давайте я в растянутом вот немножко виде сразу замерю. 23. Растянуть можно до 25 по подошве. Здесь подошва еще у нас по 1,5 см с боковых сторон перейдет на подошву. Ну вот саму подошву вам замерила, 5,5 сантиметров она. Так, переходим к обвязке. Теперь крючком. Обвязка очень простая, но смотрится хорошо. И вот так следок получается законченный вид у него. Поэтому я всем советую обвязать любым узором, любым способом можете обвязать. Значит, я как обвязывала. Так, вот первая петля у меня на спице, да. Теперь сейчас провязала вместе. Теперь 1, 2, 3 воздушных петли набрала. Теперь ввожу крючок вот между петлями, ввела крючок, захватила нить, опять нить захватываю и соединяю, соединили. Пропускаю одну петлю, одну пропустила, через одну следующую под косичку ввела, вытащила нить, захватили нить, соединили. Опять набираем 1, 2, 3 петли, набрали. Ввела крючок. Вот тут такая дырочка, ее видно. Захватила нить. Соединяю. Подтянули, соединили. Опять отступаем. Одну петлю пропустили. Следующую. Вытащили петельку, захватили. Соединили. 3 набрала. 1, 2, 3. Провязала. Крючок ввела, захватила нить. Опять захватила нить и соединила. Одну петлю пропустила. Следующую ввожу крючок опять. Вытащили нить. Соединили. И опять все то же самое. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Крючок ввожу вниз. Вот у нас такое вот здесь дырочка под 2 петельки. Ввели крючок. Вытащила петлю. Вытащила петлю. Захватила нить. И соединила. Так обвяжу полностью весь следок. Продолжаем. Одну петлю отступили, крючок ввела,
нить достала, рассоединила, 3 петли набрала, 1, 2, 3, ввела, захватила нить, опять нить захватила, соединила, ой, слетела, отступаем 1 петлю, пропускаем и в следующую через одну. 1, 2, 3, ввела крючок, захватила, соединила, все, прикрепляем через 1 петлю, прикрепили, раз, два, 3 воздушных, соединили, обвяжем весь верх, попрячем все хвостики, и на этом будет сегодня все. 1, 2, 3, петлю вытащили, захватили, провязали. Ой, вот так вот получается. Все, я с вами прощаюсь на этом. Всем спасибо за просмотр, за лайки, комментарии, отзывы. Всем пока-пока, до новых встреч.